Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим о подарках, которые дарят, к сожалению, к скорой смерти. И вы знаете, не только белые тапочки и острые ножи, которые могут повлечь за собой необратимые последствия. Какие еще подарки ни в коем случае не стоит дарить и принимать? Друзья, далее все в этом видео. А прямо сейчас ставим лайк этому видео. Вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, с вас лайк, а с нас достаточно ценная информация. Итак, друзья, какие же подарки дарят к скорой смерти? Выбор подарка само по себе это нелегкое занятие. Особенно если нас пригласили в гости на день рождения, то, соответственно, мы стараемся подобрать подарок и подойти к этому делу с полной ответственностью. И, конечно же, мы хотим преподнести подарок, чтобы он не только радовал своего получателя, но и приносил удовольствие. Но вы должны понимать и то, что многие вещи несут в себе загадочную энергетику, которая впоследствии может отразиться на своем хозяине, а может даже привести к всевозможным бедам, несчастьям и проблемам. Первая вещь, которую никогда не стоит дарить, это наручные часы. Дело в том, что наручные часы, когда дарят, то когда-то, согласно восточным поверьям, когда дарили часы, то того приглашали на похороны. Поэтому часы дарить нельзя. Считается, что после этого подарка жизнь человека будет длиться столько же, сколько проработают данные часы. Конечно же, таким образом может быть и по-другому произойти ситуация. Сбиваются биологические ритмы человека, из-за чего человек начинает быстрее стареть. В любом случае, наручные часы никогда не стремитесь дарить ни самым близким родственникам, ни своим друзьям. Да, бывают такие ситуации, что ваша самая близкая подруга просит у вас на день рождения подарок в виде наручных часов. В таком случае тогда попросите у нее деньги, буквально символически, какую-то плату, чтобы у нее в жизни, да и у вас в жизни не было никогда никаких проблем. Далее, что ни в коем случае еще нельзя дарить, это колющиеся и острые предметы. Помните, очень часто раньше дарили в подарок сабли, шпаги, знаете, и это считается тому, что это приведет к гибели представителей сильного пола. Конечно же, в те далекие времена были войны, были всевозможные междоусобицы, и, как правило, такое вот дарили на совершеннолетие юноши. Но, и как мы все знаем, в этом возрасте и призывали на службу. В нашем современном мире, конечно же, уже нет таких подарков, а если не есть, то они дарятся по другим случаям, но все же мы рекомендуем не дарить ножи, иголки, ножницы, бывает, очень любят подарить какие-то ножницы дорогие и тому подобные предметы, потому что это все-таки принесет в дом ссоры, проблемы, всевозможные неурядицы. Надо? Нет. Поэтому не стоит. Поэтому, если вам что-то понравилось и вам нужно, пойдите в магазин, на рынок и сами купите тот нож или ножницы. При этом вы выберете себе и в радость, и в удовольствие. Следующее, что ни в коем случае нельзя дарить, это фигурки птиц. Помните о том, что залетевшая в дом дикая птица – это все-таки достаточно плохой символ. Это же и суеверие касается, конечно же, и искусственных птиц, в особенности чучел. И поэтому старайтесь никогда не принимать такие подарки. Бывает так, что многим нравится покупать какие-то статуэтки. Также не стремитесь покупать, потому что разные статуэтки с совой, с вороном, с соколом и так далее несут, к сожалению, не всегда позитивную информацию в ваш дом и вашу жизнь. Поэтому для начала узнайте
изучите, благо сегодня есть интернет, знания везде открыты, прочитайте как можно больше информации, после сделайте этого выводы и приступайте, как говорится, к реализации. Но помните о том, что чем больше вы будете знать об этом информации, тем будет лучше для вас, потому что очень часто все следуют какой-то моде и считают, что ой, сейчас вот в этом сезоне модно какие-то вазы с, например, с какими-то чучелами и покупают. На следующий сезон узнают, что важно покупать вазы в виде каких-то масок, начинают покупать и так далее. Не следуйте моде, следуйте зову своего сердца. Помните, пожалуйста, об этом. Далее, что еще ни в коем случае нельзя дарить, это подарки до рождения ребенка. Если вы решили подарить что-то ребенку, но на данный момент он еще не родился, то лучше подумайте над тем, что подарить маме. Ведь незначительная одежда, там, еда, это все может навлечь определенные неприятности на еще не родившегося малыша. Кроме того, может случиться и что-то с ребенком при рождении. Поэтому, чтобы этого не было, знаете, вот наши бабушки, прабабушки, они были суеверными людьми, и все придавало особое значение. И вы знаете, это было неспроста. И они передавались из поколения в поколение. К сожалению, мы, современные люди, забыли. Кстати, хотим вернуться к тому, что в роддоме до сих пор используют определенные суеверия в своей жизни. Даже, казалось бы, современный мир, где есть аппаратура, самая, возможно, дорогая в роддомах и так далее, а медсестры и врачи до сих пор есть определенные у них приметы, суеверия, которых они придерживаются. И поэтому иногда даже удивляешься, что до сих пор врачи, казалось бы, но и медсестры, также медперсонал все-таки продолжает использовать, то есть все равно они остаются суеверными людьми и переживают за будущую маму и за ребенка. Так что узнаете, если у вас кто-то недавно родил, спросите, как каким-то моментом при родах и само, что происходило, мы имеем в виду, какие суеверия до сих пор есть у врачей. Далее, что ни в коем случае нельзя никогда дарить, друзья, это белые тапочки. Почему именно белые тапочки, спросите вы? Дело в том, что раньше хоронили людей именно в белых тапках. И вот после этого и закрепилась такая репутация. И обычно такие белые тапочки дарили родственники еще при жизни человека, когда решали и понимали, что его дни просто сочтены. Также хотим вас обратить внимание, сегодня очень часто, кто путешествует, в командировки ездит, как правило, в нормальных, адекватных гостиницах всегда есть белые халаты и белые тапочки. И вот люди по своему, наверное, жадности или по своим каким-то внутренним какому-то состоянию решают, что они вот эти белые тапочки возьмут домой. Никогда не берите эти белые тапочки. Да, они были упакованы, они были чистыми и так далее, но вы должны понимать, что эти тапочки должны и остаться в этом номере этой гостиницы, и потом их просто уберут или выбросят, или перестирают согласно правилам той или иной гостиницы. Но никогда эти тапочки не берите с собой, потому что они несут определенные неприятности и проблемы в вашу жизнь. При этом это доказано уже неоднократно. Знаете, человек пожалел, вместо того, чтобы купить себе с такого путешествия или с такой командировки что-то приятное, привозит домой тапочки. И проходит определенный период времени, и у человека начинаются проблемы на работе, начинаются какие-то проблемы в жизни. Поэтому, пожалуйста, чтобы этого не было, все-таки не стремитесь именно брать тапочки, да и вообще не стремитесь кому-либо дарить тапочки, даже если они не белые. Почему? Потому что тапочки несут определенную информацию, и когда мы дарим, мы таким образом кому-то передаем часть своей жизни. Помните, тапочки с помощью туфлей, сапожек и так далее, мы с вами ходим, то есть мы
соприкасаемся с землей, соприкасаемся с различными энергиями, и обувь нас оберегает и защищает. Но в то же время обувь запоминает информацию, с помощью которой, да, потому что на нас на ногах очень много точек всевозможных, нервных окончаний, которые это все запоминает и записывается. И когда вы кому-то либо передаете, то помните, вы, возможно, и часть своего чего-то хорошего отдаете другому человеку. Поэтому, чтобы этого не было, лучше спалите, сожгите, порежьте и выбросьте, чтобы никто больше не смог пользоваться такой вещью. Помните, пожалуйста, об этом. Вот, друзья, это основные вещи, это основные подарки, которые ни в коем случае не дарите и не принимайте. Это очень важная информация. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много ценной, важной, нужной, интересной информации. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами в следующем видео.